Вітаю вас у своєму саду. Я Світлана. Нарешті усі погодні катаклізми закінчилися, я сподіваюся. Заморозки після плюс 27 більш не буде, і я готова показати вам свої ялинки з малиновими шишками. Расскажу и покажу красивости и немножко полезностей, которые вам точно пригодятся, если в вашем саду есть хоть одна ель. Первая моя елочка, которая порадует в этом году первый раз меня своими малиновыми шишками и вас, надеюсь, тоже, это инверса. Ель инверса появилась у меня в прошлом марте. День рожденная елочка. Куплена была с комом земли. Это для того, чтобы вы могли сравнить, как наросла ель с комом земли и в горшке. Другие я покупала в контейнере. Вот так она выглядит, мы ее все знаем и любим. И вот такие у нее сейчас малиновые шишки. Смотрят вверх, как свечки. Хотя, помните, я вам говорила, у елей, в отличие от пихт, шишки всегда направлены вниз. А почему так? Потому что эти малиновые шишки, они сейчас мягкие. Постепенно, когда будут увеличиваться, наклоняться вниз и будут висеть, как на елке новогодние шишки. Как правильно. Примерно недели через 2 наклонятся они к земле и покоричневеют. Я об этом говорю на опыте со своей еще одной елочкой с малиновыми шишками. Мы к ней подойдем. На контрасте с темно-зеленой хвоей яркие и довольно крупные малиновые шишки смотрятся очень эффектно. Но помимо шишек на инверсе есть и пыльники. Пыльца у них необычайно красиво сыпется, если вот так немножко потрусить веточки или когда ветер колыхает их. Побеги у инверсы сильно свисают, а нижние веточки вообще лежат на земле. Есть даже шишки и пыльники на уровне земли. Эта ель довольно медленно растет, до 20 сантиметров в год всего. И крона у нее компактного размера, где-то метр, 1,5 метра в ширину. Высота инверсы зависит от того, на какую вы решите ее поднимать. Закреплять ствол. Макушка инверсы заваливается на бок. Но если какое-то время фиксировать его к опоре, можно таким образом поднять ей высоту. Думаю, вы сразу спросите о моем дереве. Моя инверса посажена без опоры. У нее довольно толстый ствол. Она росла в земле, я думаю, довольно долго. Ее высота при покупке была 1,80 м, а сейчас как-то ветвь верхняя поднялась больше. Она немножко на бок была, сейчас поднялась где-то 2,40 ее высота. Мне хочется еще немножко ее вверх добавить роста. Посмотрю, если она сильно начнет на бок клониться, поставлю опору. Метров до 3-3,5 хочу ее поднять. Шишки, вот, хотела обязательно акцент сделать, шишки бывают не каждый год. Год через год. Очень красиво будет смотреться моя инверса зимой. Молодые приросты чуть позже шишек. Ну, а сейчас давайте по цвету сравним ее малиновые шишки с шишками акраконы. Как я вам сказала, ель моя акракона была куплена 2,5 года назад. Не 2,5, 2. Я ее тоже в марте, только 2 года назад покупала. В горшке.
20-литровом. Когда я ее покупала, на ней уже были небольшие шишки малиновые. Потом они увеличились, стали больше, и для меня это прямо какое-то чудо маленькое было. Я не видела на елях малиновых шишек. Но их было не очень много, я не знаю, в каких условиях и где она росла. Вообще эта ель имеет крону неравномерно расположенную, такую причудливую, сказочную немножко. У меня есть видео, я сравнивала ель акракону и хупси свою. Сейчас это уже распушившаяся, красивая ель. А когда я ее покупала, она, честно говоря, немножко такая страшненькая была. В разные стороны эти веточки торчали непонятные. Сама длина хвоинок была меньше, раза в 2, наверное, сейчас, как сейчас. И не такая зеленая. У нее уже молодые приросты, у нее период между приростами и шишками меньше, чем у инверсы. По цвету, мне кажется, ее малиновые шишки более малиновые, чем у инверсы. Ну, это судить со стороны можно. Вот, еще хотела рассказать вам про полезности. И как раз на этой елочке акракона. Когда я ее покупала, честно говоря, цена меня ее подкупила. Более доступная была. Но спустя время я сравнила и поняла, что это немного занижено. По размеру ель была довольно большая, 1,5 метра, а цена вполне доступная. Почему и как, я не знала. Я с елями и вообще с хвойными только знакомилась. И спустя время я поняла только, в чем дело, почему она была дешевле. Сейчас расскажу, что же с ней случилось, что с ней было не так. Из-за того, что у акраконы чудная крона, я не сразу обратила внимание, что центральный ствол у нее как бы на середине ели куда-то делся, отсутствует. Видимо, он был поломан, но давно, потому что свежего перелома не было, а на высоте примерно метр ветви просто в разные стороны. Не было центрального проводника. Ну, не было, да и не было, я на это внимание как бы не обращала. Но спустя год заметила, что она как бы вверх у меня высоты не добавляет. Нету центрального проводника, который должен быть направлен вертикально вверх. Что же я сделала? Не сильно я расстроилась, потому что я знала, что буду поднимать ей высоту. У меня уже есть опыт, я у пихты корейской 2 раза поднимала. Сейчас вам расскажу, что и как. Если у вас какая-то ель сломалась верхушка, или наоборот, вы хотите убрать ей высоты, то есть срезать макушку, и что делать дальше? Первое время присмотритесь, какая боковая веточка годится на роль центрального проводника. Она должна быть направлена строго на вас, в сторону. У меня, к сожалению, боковая ветка наоборот от меня. Туда, видите, в сторону забора направлена. Ну, ничего страшного. Я взяла крепкую палочку. Первый раз я взяла фруктовую ветку, но она, к сожалению, гнется. Надо какой-то или штапик, или такую прям толстенькую, размером где-то с полметра, не меньше. И поднимаем эту молодую боковую веточку вертикально вверх. Но имейте в виду, что обязательно надо сильно пролить несколько дней дерево, чтобы более гибкие побеги были. Или, как у меня этот случай, обильные дожди были. У нас тут и снег, и град, и дожди. Вот, зафиксировали в 3-4 местах. И к стволу нижнему до искривления или до перелома. И вот эту вот боковую веточку. Она у меня была сильно в сторону. Вот как просто боковая ветвь. И я ее подняла. Можно поднимать, если у вас более-менее толстая она, в несколько приемов, чтобы не поломать. Обязательно хорошо пролейте почву. Зафиксировали пеньковой веревкой или кембриком. Опорная палка должна быть довольно
толстая. После этого, если у вас вертикальность еще не создалась, можно сделать оттяжку. Мы оттягиваем всю новую макушку, чтобы выровнять, и крепим или к опоре в земле, или я подвязала к нижней самой толстой ветке. Все, теперь будем ждать полгода-год, и как только ветка утолщилась, зафиксировалась, сама держит вертикаль, мы снимаем все крепления. Единственное, надо проверять подвязки, чтобы они не вросли в нашу ветку. Вот почему кембрик надо, он резиновый, тянется немножко. Как видите, отсутствие вершины у ели совсем не есть проблема. Ну, это полезность была. А сейчас мы будем смотреть, какие же у нее красивые шишки. Малиновые, вверхстоящие, они постепенно будут больше, больше. И потом менять цвет немножко и наклоняться вниз. Ну, а сейчас подойдем к елочке, которая посажена была всего 2,5 недели назад. Ель восточная, Aureus plicata. Приросты у нее появляются позже всех елей, где-то в конце мая. Эта елочка вообще-то известна не малиновыми шишками, а невероятной красоты кроне. Как вы понимаете, посажена у меня эта елочка. Если мы так будем смотреть, и сразу увидим большой желтый дом. По причине закрыть этот дом соседей, который виден и с террасы, и почти изо всех окон. Такая проблема, наверное, у многих есть. Замаскироваться. Сильно близко постройки. Моя ель высажена 3,5, чуть-чуть больше метра от забора. Сразу хочу сказать, что эта ель большая. Высоту ее я буду нормировать. Лет через 5, может быть через 3, посмотрю, как она нарастет. Буду обрезать верхушку. Когда она замаскирует нам обзор, распушится. Лет в 20 эта ель должна быть 6-8 метров. Представляете? В ширину она растет медленнее, чем в высоту. Ну, как у всех елей, годовой прирост где-то 15-20 сантиметров. У нее очень маленькие, смешные малиновые шишки. Остренькие, такие длинные. Я не знаю, какие они будут, но мне кажется, будут больше по размеру. И смотрите, что они сразу смотрят вниз. Сразу вниз наклоненные. А это уже пошли молодые приросты у нее. Из-за того, что я ее только посадила, она приживается. Шишек будет немного. Ну, некоторые показались. Эту ель буду вам еще показывать, потому что она знаменита больше, как я вам сказала, своими лимонными приростами лимонного цвета. И эффектный вид у ели Aureus plicata благодаря этим золотисто-желтым молодым побегам. Потом они, конечно, становятся салатовыми, зелеными, и все, как обычная ель будет. Но эффектно, когда приросты. Будем, конечно, ее смотреть. Хвоинки коротенькие у нее, блестящие и темно-зеленые. Но вообще смотрится как игрушечная, хочется ее взять, потрогать. Узенькая, высокая. Первое время ей нужна опора. У меня стоит с бамбуковым шестом она. И посажена. Покупалась в контейнере 20 литров. Сильно уплотненная была корневая система. Видимо, передержали ее немножко в контейнере. Ну, на сегодня у меня все. Все мои 3 ели мы увидели. И красоту, и полезного немножко узнали. Встретимся в следующем видео. Всего хорошего.